Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на декабрь 2025 года для рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании и в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Нюанс в том, что если вы не знаете точное время своего рождения, не можете определить свой восходящий знак, в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках зодиака по ведической астрологии. И фактически, и в таком случае смотрите, пожалуйста, видео, соответствующее вашей дате рождения. Теперь давайте говорить о тенденциях декабря для рыб. 5 декабря будет полнолуние в вашем третьем доме гороскопа. Полнолуние в третьем доме гороскопа — это, возможно, поездка, встреча с друзьями, братьями, сестрами, переоформление документов, что-то связанное с бизнесом, может быть, с коротким обучением, с хобби. Может быть, окончание обучения, может быть, начало, может быть, какая-то поездка, может быть, открытие-закрытие бизнеса, документы какие-то получить, оформить. Это все полнолуние в третьем доме. С 5 декабря по 1 июня Юпитер возвращается в ваш четвертый дом гороскопа. Дом, который у нас отвечает за место жительства, недвижимость, транспорт, отношения с мамой. И Юпитер в четвертом доме гороскопа, вот этот вот транзит до 1 июня, это доделать что-то, что вы, может быть, не доделали до октября 2025 года. Может быть, не только доделать, может быть, повторно вернуться к какой-то идее. Это может быть связано с местом жительства, это может быть с землей, с недвижимостью связано, с какими-то инициативами с транспортом, отношения с мамой, тема может быть переезда, расширения, тема изменения, ремонта, тема, возможно, еще изменений в работе тоже, и не только в работе, еще тема партнерства какого-то. Это все может возвращать вам Юпитер, и это все вы можете опять как бы к этому вернуться. То есть, может быть, вы отошли от этой темы и сейчас возвращаетесь. С 6 декабря по 29 декабря еще один возврат тоже у нас получается. И этот возврат уже Меркурия. Меркурий возвращается в ваш 9-й дом гороскопа, и он там был в начале ноября, до середины ноября примерно. Значит, Меркурий повторно пойдет по 9 дому гороскопа и повторно вас как будто выдернет из кризиса, связанного с темой отношений, с темой мамы, недвижимости, транспорта, места жительства, с темой каких-то коллективов. Вот если у вас есть какой-то, допустим, или был какой-то разлад в личной жизни, в партнерстве, в коллективах, связанный кризис может быть с местом жительства, с недвижимостью, допустим, машина ломалась или какой-то там доморемонт. Меркурий вас выводит из этого кризиса, либо если с мамой тоже какие-то недопонимания. Вот Меркурий выводит из этого кризиса. Меркурий заходит в 9-й дом гороскопа и дает интерес к теме обучения, зарубежных поездок, к теме обращения в государственные органы. Много общения может быть с отцом, учителем, руководителем, с какими-то представителями органов власти. Также это тенденция обращаться в госорганы по вопросам недвижимости, транспорта, по маминым каким-то вопросам, обращаться в госорганы или к ученым людям, то есть к нотариусам, к адвокатам, к астрологам в том числе, к психологам, может быть, по вопросам тоже партнерства,
либо по вопросам какой-то команды, вместе с партнером, либо с командой ездить в зарубежные поездки. Это все по Меркурию в девятом доме гороскопа. А вот с 7 декабря по 16 января Марс заходит в ваш 10-й дом гороскопа и начинает очень активно смещать фокус вашего внимания в тему работы, в тему статуса, в тему общественной какой-то жизни и в тему репутации. Транзит Меркурия у Марса по 10-му дому гороскопа указывает на то, что вы можете вкладывать деньги в свой статус и репутацию, либо родители могут как-то направлять вас в работе и определять вашу деятельность. Руководитель может направлять вас в работе. Учитель, если вы студент, может влиять на ваш статус. У кого-то из рыб это может быть перерыв в работе, отпуск, либо перемены в работе. В некоторых случаях повышение до уровня руководителя, но в некоторых случаях. В целом может быть необходимость отстаивать свои общественные интересы, отстаивать свой статус и репутацию. В работе могут решаться вопросы, тоже связанные с недвижимостью, с рабочим кабинетом может быть там перемена, смена рабочего кабинета, место, в котором вы работаете. Такие вопросы могут решаться. С 16 декабря по 14 января по 10-му дому гороскопа будет идти еще Солнце. Солнце в 10-м доме гороскопа в вашем случае, во-первых, формирует тенденцию на то, чтобы исправлять какие-то ошибки в работе, исправлять чьи-то, может быть, косяки. Проясняет Солнце что-то, связанное с работой и статусом. Но в целом транзит Солнца по 10-му дому гороскопа — это как бы такой период, когда внимание обращается на ваш статус, имидж и репутацию. И это период, когда вы можете искать работу, либо получить какое-то предложение о работе, либо найти работу, либо получить какой-то статус, либо ваш фокус внимания будет смещен на этот статус. И 20 декабря будет новолуние в вашем 10-м доме гороскопа. Новолуние в 10-м доме гороскопа — это период начала чего-то нового по 10-му дому, то есть новый статус, новый имидж, новая репутация, новая работа, в том числе, либо новая должность. Паспорт, может, получили, на пенсию вышли, вид на жительство получили, брак зарегистрировали. Это все новолуние в 10-м доме гороскопа. С 20 декабря по 13 января по 10-му дому гороскопа пойдет еще и Венера. Ну и Венера прекрасно, она как раз формирует комбинацию на то, чтобы оформлять документы на статус. Вот прям в прямом смысле слова. То есть пойти зарегистрировать паспорт, на паспорт подать документы на смену имени, на смену фамилии, на регистрацию брака, на регистрацию бизнеса. Вообще еще Венера в этой комбинации может указывать на то, что кто-то из рыб может пойти учиться в автошколе или на курсах какой-то красоты, на ресницы, брови, маникюр, педикюр, на курсы кройки и шитья или флористики какой-то. То есть получение каких-то навыков, хобби какое-то. Вернее, пойти на курсы, которые дают вам профессиональную корочку, дают вам какую-то работу. Потом друзья, братья и сестры могут вам помогать тоже как-то в вопросах работы и статуса. Командировки по работе могут быть какие-то в этот период времени, творчество в работе, может быть, создание презентаций, фотосессий, видеосъемки. Это все тоже в работе у вас в этот период может быть. И могут решаться тоже вопросы еще какого-то рабочего транспорта. И, например, регистрация рабочего транспорта, либо регистрация транспорта на компанию. И с 29 декабря по 17 января в ваш 10-й дом гороскопа зайдет Меркурий. И вот кто, скорее всего, Новый год будет отмечать не дома. Транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа — это транзит на то, чтобы быть где-то в гостях, в гостинице, в какой-то местности, не местности, грубо говоря, в казенном жилье. То есть в гости поехать, к родителям, может быть, поехать, либо в путешествие отправиться, в гостинице пожить. И будет очень сильный обмен домами между 4-м и 10-м домом гороскопа, между тем местом, где вы живете, и вашей работой.
и как бы очень сильно укрепляется четвертый, десятый дом гороскопа, и как будто бы у вас на время меняется дом-работа. Может быть, вы, допустим, работаете из дома, или, может быть, дом переносится на работу, то есть вы идете и там и на работе ночуете по каким-то причинам. Очень сильный обмен. Но точно так же этот обмен может происходить между вашей недвижимостью, допустим, недвижимость переводить в какой-то статус, приватизировать, может быть, и что-нибудь такое. И с транспортом точно такая же история. Точно так же ваша мама может куда-то отправиться в гости в другую страну, либо просто куда-то уехать. Ваши партнеры могут помогать вам в получении какого-то статуса, в получении какой-то работы. Либо точно так же это может быть транзит на регистрацию брака и отношений, на регистрацию какой-то сделки командной, партнерской. В общем, какие-то общественные дела вас ожидают очень серьезные на Новый год, какие-то, может быть, даже такие серьезные именно с точки зрения регистрации чего-то, с точки зрения бюрократии, оформления. Как будто бы вы не к Новому году готовитесь, а готовитесь прям какой-то процесс запустить. В общем, что-то очень такое деловое, активное, какое-то общественно значимое у вас будет происходить. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.